Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Овен. Таро прогноз на декаду на 10 дней с 20 по 30 июня. Что удивит? Чего ждать в эти 10 дней? Давайте узнаем будущее и останемся реалистами, поскольку любой прогноз или расклад не может служить основанием для принятия важных решений. Мы вместе с вами размышляем, предполагаем и допускаем развитие альтернативных вариантов событий. И это будет особенно важно, потому что в эти 10 дней это время баланса между разумом и сердцем. Позвольте тишине говорить с вами, иными словами, вашей интуиции. Будьте сами себе добрым помощником и другом, потому что не всегда то, что мы слышим, видим или в какой-то момент понимаем, укладывается в нашем сознании. Сознание – это шаблон, это какой-то стереотип. Скорее всего, мы вступаем с вами в тот период времени, когда нам придется принимать то, с чем мы не согласны, или искать какой-то компромисс. Я такое могу допустить. Поэтому, даже если ваша жизнь, мои дорогие овны, в данный период времени напоминает словно бурю после какого-то шторма или торнадо еще и после хаоса, тем не менее, найдите 30 минут каждый день побыть в тишине, услышать вот именно эту тишину. А мы с вами идем вперед. И события ближайшего будущего. 4 карты. На колоде Ленорман достанем, посмотрим, какой сферы жизни касается, что нам подскажут карты. А потом дополним колодой Таро. События ближайшего будущего. События ближайших 10 дней. События декады. И дополним картами Таро. Так что же вас удивит? Кто или что, возможно, появится неожиданно? Или какая-то новость к вам придет? Возможно, та новость, которую вы, она напрямую вас не касается, но каким-то образом вам нужно эту информацию учитывать. Итак, что вас удивит? Какие неожиданности возможны? Вторая карта – ключевое событие в эти 10 дней. Чего же ждать? Или чему вы больше будете уделять внимание? И третью карту мы достанем как ход развития событий, к чему же это все идет. Достанем 3 карты по основным сферам жизни. Это у нас ваши достижения, дела, работа, бизнес, у кого-то документы, учебы, переезды. Вот все к этой карте отнесем. Мы смотрим энергии. Энергия финансов. Энергия любви, личной жизни, отношений. Итак, что же там у вас как событие будущего? Наверное, не бойся того, что уходит. Бойся застрять в прошлом. Очень красноречиво говорит карта. На пороге вообще-то 33 номер карты. И если сложим 6, 6 это всегда перемены. Ключи в ваших руках. Вы можете или могли находиться во власти своих предубеждений. Или вот, может быть, именно в эти 10 дней как раз ваш шаблон какой-то и меняется. Вы думали, что нужно поступить определенным образом. Вы можете услышать информацию, которая вас, как и в тупик, может на некоторое время поставить, но как будто выходить пора. Пора действовать, но это не без оглядки какое-то действие, а вот именно 30 минут в день уделите тишине. Я за счет планетарных транзитов могу предположить, мы так постепенно все ближе подбираемся к июлю, к тому времени, когда Уран перейдет в знак зодиака Близнецы. И здесь информационный хаос, я так думаю, вполне нас может ожидать, но и еще какой-то технологический, или мы что-то будем узнавать. Поэтому тут ведь это как если Уран, какие-то инновации, революционные инновации, поэтому наше сознание к этому еще не привыкло, а вот адаптироваться нам стоит. Поэтому не бояться выйти из этой клетки или не ограничивать себя, думая, что вот находясь здесь, мы как будто себя убережем. Нет, тут, наверное, не все так однозначно. Может быть, и будут те вопросы, в которых мы так это остановимся, будем сохранять. Но иногда ради сохранения нам нужно двигаться вперед. И такие метаморфозы бывают. Поэтому будьте вообще внимательны к информации, что говорят люди. Может быть, и к тому, что говорят в средствах массовой информации, мои дорогие овны. Давайте откроем вторую карту.
Но вот ваша задача эту башню как отстроить. Может быть, и в новом месте, может быть, сама по себе карта башня, в колоде Ленорман, несколько другое имеет значение, нежели второе. Это символ надежности, это некоторая цитадель, крепость, учреждение, высоких чиновников, какие-то согласования по документам. И тогда помните, что если вы действуете по закону, и мы, кстати, не идем против системы иерархии, мы тут никому ничего не доказываем, наоборот, каковы бы ни были новости, мы это перекладываем на себя и думаем, каким образом это может оказать влияние на мою жизнь. Или что я могу сделать сегодня, чтобы обезопасить себя на завтра. Вот эти две карты, вот как раз этот круг вопросов для вас в связи с новостями, в связи с обстоятельствами жизни будут концентрировать. И то, что вам казалось неопределенностью, постепенно обретает форму. Будьте внимательны, но и закон вас бережет. Может быть, вам придется контактировать даже с сильными мира сего, может быть, вам больше придется в эту декаду контактировать с руководством на работе, или когда вы сами захотите менять свое окружение, потому что у кого-то был период разочарования. И это не значит, что мы прежними методами словно выходим вот из этого заточения, мои дорогие. Тут ведь вас никто не удерживал, правильно? Тут мы сами какое-то время не торопились. Но вот, видимо, для того, чтобы больше фундаментировать свою жизнь, в хорошем смысле, больше ясности внести. А ясность, она всегда сопровождается с правдой истиной. И вот нас может шокировать правда истина. А тем не менее, нам ее нужно принять. У вас достаточно стабильный период жизни, обещает эта карта. И всегда идут возможности. Причем те возможности, когда вы для себя что-то очень значимое можете совершить, сделать, согласовать, договориться. Третья карта – события ближайшего будущего. И когда выпадает крест, я всегда говорю, это словно по судьбе. Но это еще и перемены. 36 сложим, получим 9. 9 – число перемен между прошлым и будущим. Это мы словно куда-то пришли, в какую-то точку, и уже за своей спиной, за плечами что-то оставляем. На период до и после вы можете даже ощущать, словно пространство разделило вашу реальность. И поэтому прежние методы уже не работают, а новые еще предстоит отстраивать. Это все то, что я только что говорила. Поэтому с места в карьер сорваться или куда-то поторопиться, не успев додумать, это значило бы повторить какую-то ошибку. Поэтому, опять же, 30 минут вам, мои дорогие овны, точно во благо. Не штурмуйте себя. Начните буквально с милосердия к самому себе. И услышать интуицию, это будет правильные подсказки. Потому что здесь у каждого какая-то своя история. Просто то, с чем вы столкнулись. Словно это была какая-то неизбежность, раз выпадает аркан крест. И у каждого из нас свой крест, правда, несем мы. Мы так говорим иносказательно. И каждый из нас сталкивается со своей какой-то ситуацией. Хотя бы потому, что мы с вами, хоть и объединяет один знак зодиака, но находимся мы на разных ступенях иерархии. Мы занимаемся разным делом, разного мы воспитания, образования, но и в разных странах. Поэтому обстановка вокруг у нас разная. Но новое благополучие отстроить, вот такая задача перед вами стоит. Но как действовать, вы еще пока не знаете, потому что, как я говорю, новые методы. Поэтому вот из этой клетки мы выходим, но делаем это очень элегантно, аккуратно. Сделал шаг и осмотрелся, а потом только следующий шаг. События ближайшего будущего. Как знаете, вот я тут вижу решение финансовых вопросов, скорее всего. Может быть, это вы окажетесь в центре информационного даже хаоса. Много будет людей, много будет общения. Для вас свои приоритеты держать как в центре внимания. И, скорее всего, методы вам придется корректировать. Или вообще корректировать свои планы. Поэтому было бы неплохо план А, план Б, план С. Но где-то через опыт. Попробовал одно, не пошло. Ладно, попробую второе. Для чего? А для того, чтобы какая-то ваша основная цель, намерение или мечта осуществилась. Здесь нужно правильно работать с информацией. Может быть, и не доверять тому, что вы только что услышали. Будьте готовы к тому, что могут быть и фейки. И значит, нужно перепроверять. Но важно ведь
И не быть вот таким, или вести вот такое затворничество, когда мы просто вообще никому ничего и не слушаем, и не верим. Нам это бонусов не придает, потому что мы выпадаем из этой реальности. А мы с вами проживаем в эпоху перемен, поэтому правильный анализ того, что происходит, то, что мы слышим, это будет тоже некоторая как башня для вас, как период, или если не период, так, ну, элемент стабильности, можем сказать и так, потому что вы правильно можете какие-то выводы сделать, и от этого будут ваши правильные действия. Но то, что людей будет много, будет весело, вот я так вижу. И вы где-то вот на этом перепутье можете замешкаться. Кому верить или кому доверять, а кто этого не заслуживает. Все пока неоднозначно. Давайте мы с вами узнаем, так что же вас удивит? Король Пентаклей, я бы сказала, да? Хотя это земная власть в этой колоде, это просто четверка Пентаклей. Но нам, как мужчина, изображен в короне, поэтому это может быть конкретный человек, который занимает определенный пост, должность. Хотя я не отрицаю того, что вас могут удивить новости по части финансов или того, что как финансовые институты меняются. Может быть, какая-то бумага, которая финансово имеет содержание, да? У кого-то это будут вопросы с недвижимостью, у кого-то это вопросы, в принципе, откуда к вам приходят деньги. Вам нужно что-то стабилизировать. Вас может как раз и удивить то, что вы надеялись прежде. Здесь начинает меняться. И вот эта башня, вам нужно отстроить какой-то новый порядок по части денег, финансов, мои дорогие. Стабилизировать именно вашу жизнь. Может быть, в вашу жизнь внести больше ясности и окружить себя людьми более надежными. Хотя я и не исключаю, что это какое-то предложение или даже новость от человека стабильного, надежного. Может быть, это и ваш партнер по браку. Или партнерша даже по браку, или вашему союзу, может быть, и творческому союзу, или бизнес-союзу. Вот есть то, все же, то, что вас с одной стороны удивляет, но это своего рода фундамент. Ну, есть тот человек, к словам которого нужно прислушаться. И это может быть как угодно вам подано. К примеру, может быть, даже это будет какая-то случайная встреча, разговор с человеком, который о себе вам что-то рассказывает, не боится рассказать правду. Вас это даже может шокировать. И именно правду он рассказывает, какую ошибку он совершил. Вас не все, поверьте, способны делиться откровенно вот теми ляпсусами, с которыми мы сталкивались. И значит, и такую информацию нужно принять во внимание. И хоть даже она может вас шокировать, я такое тоже допускаю, но надо же, вот как человек не боится о себе рассказать что-то, тогда примите во внимание, это, возможно, вам одним доверили какую-то тайну, вполне вероятно, причем такую тайну, которая для человека важна, поэтому храните молчание, мои дорогие. Есть какая-то информация, которую вам могут доверить, потому что верят в вас. Это в вас могут видеть очень стабильного и надежного человека тоже. Поэтому как оправдывать доверие, может быть, и придется, потому что по четверке Пентаклей, если мы говорим о людях, то это действительно те персоны, которым следует доверять. Вам может такое доверенное лицо, кстати, дать отдельный совет, может и сказать какую-то правду. И, может быть, даже эта правда не укладывается в вашем сознании. И, тем не менее, есть какая-то информация, которую вам нужно подметить, мои дорогие овны, не пропустить. Хорошо. Неожиданности, может быть, кто или что появится неожиданно. Посмотрите. Эта карта называется вообще тройка кубков, но в этой колоде изобилие. Радостная весть, как минимум. Будет, может быть, и не все однозначно радостное. Я такое допускаю по 12-му аркану колоды Ленорман. Здесь информационный хаос присутствует. Но я также сказала фильтровать эту информацию, перепроверять. И тогда вы правильно сумеете расставить приоритеты. А у кого-то из вас, мои дорогие овны, возможность заработать денег другим путем. Или, может быть, вы уже что-то попробовали, изменили, видоизменили, реструктурировали свой бизнес, свое личное дело. Или какие-то важные переговоры провели,
в организации, в которой вы работаете. И для вас теперь, вы знаете, тут правда, тут вплоть до какого-то важного разговора с руководителем может состояться или с какой-то ключевой персоной. И для вас откроется перспектива. Ну, к изобилию хотелось бы, конечно, сказать. Но будем, конечно, реалистами. Здесь просто новая возможность какая-то к вам приходит. Может быть, и человек какой-то возвращается. Но я не могу это утверждать. Но, к примеру, это может вернуться тот человек, или вы можете с кем-то примириться. Вот это я допускаю. И тогда взаимопонимание и взаимоподдержка вам обеспечены. Есть добрая энергия в эти 10 дней. Не упустите, это будет важно для вас. И к чему это все идет? Какое продолжение следует? Ну, соответственно, продолжение. Вы как наращиваете силу, наращиваете возможности. Все-таки изобилие, хоть у нас и кубки. Эта колода в некоторых значениях больше напоминает колоду герметического таро. Не совсем здесь вот наша классика, да, к которой мы привыкли. Поэтому это тут изобилие, когда все 3 кубка наполнены и словно один питает другой кубок. То есть какой-то круговорот. Поэтому, может быть, это вы определяетесь ключевыми персонами, как и по работе, как и по бизнесу, как и по личной жизни. И этим вы тоже увеличиваете собственную силу. Конкретно карта силы, но энергия как у мага. Помните, здесь будет очень важно не застрять, как и в иллюзиях, безусловно. Но точно так же могут мешать негативные мысли, потому что мысль материальна. И здесь то, что мы думаем сегодня, мы как перекладываем на завтра. Поэтому оптимизма вам не занимать, но, видимо, есть те детали, или у каждого свои какие-то шероховатости, тонкости, то, что не устраивает. И тем не менее об этом думать не стоит. Тут нужно, может быть, какой-то пережитый опыт оставить как ситуацию и идти вперед. Но все начинается с правильных мыслей. Ну и договариваться, конечно, приходится, потому что сама по себе карта силы. Сила – это не в напоре, не в штурме. Сила в мягкости. Вот в том балансе или в той дипломатии, которая нам помогает не ввязаться в какое-то дело, куда нам не надо. Правильно проработать то, что мы слышим, видим, работать с этой информацией, правильно оценить какую-то обстановку, когда нужно замедлиться и пронаблюдать, а когда пора делать шаг вперед. Все в вашей власти, мои дорогие. Здесь может быть еще и такая ситуация, как воссоединение пары после, правда, примирения. Для вас, мои дорогие мужчины, это может быть и как новое знакомство. Вы выходите словно из заточения. А прежняя история была со знаком минус. Может вас заинтересовать девушка, женщина, которая находится, ну, вроде бы в ваших, как вам кажется, энергиях. Магнетизм исходит. Для вас, мои дорогие девочки, это вы будете к себе как магнит притягивать внимание противоположного пола. Но это еще и для вас время возможностей. Слушайте интуицию, она вам помогает. Давайте посмотрим по основным сферам жизни. Дела, работа, бизнес. Принцесса жезлов. Вы уже готовы на какой-то первый новый шаг. И здесь словно все горит вокруг, да, уже не терпится к чему-то приступить. Но, наверное, по этой карте нужно сначала продумать. Принцесса жезлов, вы знаете, хорошая карта в плане оптимизма, жизненной энергии, сил, активности. Но она не говорит о том, что с места в карьер. Мы еще пока исследуем непознанную землю без карты. Но энергии, они могут зашкаливать. Поэтому будьте внимательны. Мне хочется добавить еще одну карту. С чем это связано? О, ну вот, конечно, по 15-му аркану дьявол. Вам нельзя быть, знаете, зависимым от кого-то. Или от кого-то, или от какого-то дела. И от работы, кстати, в том числе. Ведь это карта материализма. Значит, будут те задачи, которые, или даже люди, их не нужно оценивать только лишь с позиции пользы. Тут ведь какое-то душевное может установиться общение. Или если была какая-то напряженная ситуация, когда вы не смогли договориться, потому что, ну, может быть, у кого-то купля-продажа недвижимости. Я так вижу, что если вы подвинетесь в цене, то вы вполне вероятно
можете осуществить свое намерение по купле-продаже. Будьте гибки, вот, мои дорогие, будьте мудры. Вас к этому призывает карта. С одной стороны, карта дополняет физической силой, активности. Это все со знаком плюс 15-й аркан. Нам дает именно физическую какую-то мощь. Но он же нас подталкивает что-то сделать, не успев додумать. Опять в очередной раз повторяюсь. Вот сдержитесь от какого-то импульса, потому что куда приложить эту силу, надо подумать. Может быть, вы будете что-то изучать, ведь, по сути дела, принцесса жезлов – это какой-то начальный этап. Тут что-то вы должны рассмотреть более внимательно, детализировать. Может быть, какие-то инструкции изучить, рассмотреть подводные камни и рифы, или задать себе вопрос: ага, если вот сейчас все хорошо, завтра пойдет что-то не так, а что я буду делать? И найти ответы для таких вопросов. Давайте мы с чем это еще может быть связано. Хотя у кого-то это будет связано с личной жизнью, правда, с личной жизнью. Ну, посмотрите, рыцарь кубков тут может быть, знаете, даже для вас, мои дорогие девочки, вы в центре внимания. Комплименты могут быть или просто такие взгляды на вас, причем продолжительные. Вам могут какие-то тут и намеки, да, на продолжение отношений или желание познакомиться поближе. И я это допускаю даже в вопросах работы. Или где-то с одной стороны, вот эта притягательность, она вам может помочь. Вы как приковываете внимание, это я к девочкам говорю, то вы, приковывая внимание, вызываете вторичный, как будто сильный интерес у собеседника, если этот собеседник – лицо противоположного пола. А вот вам необходим холодный ум, холодная голова. Как вы этот интерес можете применить себе во благо? Будьте магами и волшебниками. Мои дорогие мужчины, ну, где-то эмоции для вас будут так это лихорадить, будет хотеться так, вы знаете, одним махом решить все и сразу. Может быть, и какой-то вопрос по части любви. Не будьте безапелляционными, потому что вроде как дьявол, он манит. Он, ну, даже нас побуждает сделать какой-то шаг. Но если мы не продумали холодной головой, мы сможем совершить какой-то ляпсус и, к примеру, оттолкнуть какого-то человека. Вот тут ведь по принцессе жезлов главная карта. Огонь под ногами. Уже не можем мы в этом месте оставаться. Вроде как перепрыгнуть нужно через этот костер. Не пытайтесь буквально пробить лбом стену какую-то. Или через свою настойчивость кого-то отпугнуть. Может быть, это даже в делах, в бизнесе, в учебе. Не настаивайте на своем. И даже если я могу предположить, вы в чем-то правы. Правду, как сказал Марк Твен, нужно подавать элегантно, как пальто. Она не должна быть, как мокрое полотенце. Вот примите это к сведению. Это все на ваши дела, обучение, на ваши какие-то задумки, мечту. Или, если это касается переезда, купли-продажи, каких-то ваших и финансовых дел, я такое вполне могу допустить. Давайте же мы посмотрим, что же там энергии финансов. Но финансы есть, финансы будут. Туз Пентаклей нам больше говорит о внимании как раз к финансам, потому что это вы сейчас, у вас период такой, когда вы можете заложить зерно своих будущих побед, когда из одного Пентакля получить денежное дерево, правильные траты. Я допускаю, что кто-то из вас именно сумму какую-то получит, которую вы ждали, которую вы заработали. Может быть, это какая-то еще и возможность вторичная по новым заработкам, новому доходу. Рассмотрите все. Причем рассмотрите все с холодной головой. Вот и за, и против. И надеетесь сами на себя. Ну, вы-то на себя надеетесь. Но часто вот этот побудительный мотив надежды может быть, я потом все равно что-нибудь придумаю. Потому что Овен – это победитель, это император. И правда, это вот ваша эта пробивная способность в хорошем смысле, она вас часто выносит как-то из патовых ситуаций. Вы люди смелые, но не все ситуации требуют смелости. Вот первая карта нам и говорит, тут ведь надо мудро. Еще раз повторюсь, знать, когда замедлиться и наблюдать, а когда нужно делать следующий шаг. Вот. И где-то карта об этом. Это уже следующий шаг. Я должна сказать, что это может быть какая-то информация по части финансов. Может быть, это та информация, как вот
Смена, может быть, системы взаиморасчетов, а вы этим не владеете, или вы к этому не готовы. Вы тут начнете перестраивать что-то, да, и это будет очень вовремя. Но тут все равно какие-то возможности. Давайте посмотрим. Личная жизнь. Ох, для кого-то это может быть такие глубокие эмоции. Это может быть и физическая, безусловно, близость. Все-таки аркан 15 выпал, а с арканом Луна это новые грани чувственности. Это нежность, которая возведена в какую-то высшую октаву. Это те отношения, да еще вдобавок с картой сила. Это для всех. И для мальчиков, и для девочек, мои дорогие. Это то, что очень притягательно. Это то, что хочется продолжать. Поэтому личная жизнь и, кстати, по Луне мы можем отстраивать как свое место безопасности. Здесь вообще карта, хоть вам и на личную жизнь, но ведь это не всегда про любовь, отношения, берегите себя. Мои дорогие овны, не будьте втянуты в какую-то толпу, либо в какой-то коллектив единомышленников, как какое-то сообщество, которое вас призывает. И вас могут призывать, зная ваш характер, зная вашу силу, чтобы вы были, как, знаете, ну, так, своего рода таран для этого коллектива. Тут можно оступиться, попасть в какую-то глупую ситуацию. Ну и буквально, если внешне вы оказываетесь в толпе, вам в другую сторону. Вот любое какое-то скопление народа, людей, будь то это касается каких-то коалиций на работе, будь это внешне именно какие-то толпы, вот вам в другую сторону, помните. Потому что по Луне мы пока чего-то не видим. По Луне со знаком плюс именно на личную жизнь может проиграться, когда в паре, например, да, или у вас есть тот человек, который вам интересен, с которым хочется быть. Мы тут можем как раз при обоюдном интересе отстроить новый уровень совершенно отношений. Но для тех, кто один или одна, надо подумать, а стоит ли находиться в этом одиночестве. Да? Может, пора выйти из этой клетки, даже если прежняя история была со знаком минус. Но и себе не навредить. Поэтому это старший аркан. Нам говорят, это сейчас Луна. И все как через сумерки, как в тумане. Но выглянет солнце, и все станет на свои места. Поэтому это карта интуиции. Слушайте себя. Найдите каждый день 30 минут слушать тишину. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые овны, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.